Если бы мне платили каждый раз, когда я собирал список гей-фильмов, которые выйдут в новом году, и после этого смотрел каждый из них, то я был бы миллионером. Но, как вы видите, миллионер из меня не вышел. Но это же не означает, что список не нужно составлять. Привет, меня зовут Денис. Это список гей-фильмов, которые выйдут в 2026 году. Новый год будет полон и квир-комедий, и квир-ужастиков. А еще нас ждет продолжение гей-фильма «Красный, белый» и «Королевский синий». Хронология воды. Как бы некоторые по инерции не потешались над Кристен Стюарт и ее ролью в «Сумерках», последние 15 лет она снималась в инди-кино и параллельно превращалась в квир-икону. А теперь и вовсе дебютировала в роли режиссера и представила свой фильм, основанный на мемуарах Лидии Юкнович «Хронология воды». Главная героиня Лидия Юкнович, писательница, расскажет историю о своем детстве, когда она и ее сестра оказались жертвами сексуализированного насилия отца-абьюзера, привыкшего жестко контролировать членов своей семьи. Сестры, будучи детьми, должны ходить по струнке, выполнять все прихоти отца и заранее догадываться, что может его расстроить. Чтобы как-то выжить, Лидия полностью погрузилась в спорт, стала профессиональной пловчихой, а процесс тренировок связан с постоянной борьбой. Нужно погружаться и всплывать, двигаться, чтобы не пойти ко дну. После выпуска из школы и поступления в колледж девушка все же утонула, но в другой жидкости – в алкоголе. Он полностью заместил спорт и в какой-то степени помог запустить карьеру писательницы. Девушка с малых лет привыкла изливать чувства на бумагу, чтобы хоть как-то обуздать мир, который она не может контролировать. Травма и боль не отпускают Лидию, они вездесущие и всепоглощающие. Триггером может стать почти любое событие. Хронология воды посвящена не только психологическому переживанию опыта насилия, но и физическому. С одной стороны, Лидия будет учиться доверять другим и любить себя. Жизнь с отцом строилась на контроле, он управлял детьми и решал за них все с молчаливого согласия матери. Из-за этого взрослая Лидия переняла модели поведения родителей и порой сама становится агрессором в общении с близкими и неминуемо разрушает себя. С другой стороны, у женщины крайне непростые отношения с телом и собственной сексуальностью. Ее желание напрямую связано с болью и стыдом, а человеческое касание априори вызывает страх. Кристен Стюарт предлагает окунуться во тьму, чтобы потом вынырнуть на поверхность и выдохнуть. Что было, то прошло. Нужно жить дальше. «Пассажир». Фильм, который мы не просили, но заслужили. БДСМ, романтика, комедия, геи. Что может быть общего между этими четырьмя словами? А то, что это новый квир-фильм «Пассажир». Романтическая гей-драма, которая расскажет о садистско-мазохистских отношениях двух мужчин. Я прямо идеально подхожу под описание этого фильма. Главный герой – мягкотелый Колин, который в местном пабе привлекает внимание Рэя, мужественного байкера в кожаной куртке. А затем Колин оказывается во всех смыслах в подчиненном положении у Рэя. Это приносит ему и удовлетворение, и смятение, и боль, и удовольствие. По мере развития романа между мужчинами, Колин должен решить, чего он хочет и в чем нуждается, и кто он на самом деле. При этом всем фильм комичный, но он не скатывается к осуждению своих персонажей, а представляет собой увлекательное исследование социальных и сексуальных проявлений мужественности. Запретные плоды. Фильм рассказывает о группе девушек-коллег, которые днем работают продавщицами в торговом центре, а по ночам управляют ведьминским культом в подвале этого же торгового центра. Так что будьте осторожны, никогда не ссорьтесь с продавщицами в магазине. Когда в группу принимают нового члена по прозвищу Тыква, это начинает угрожать самому существованию группы. Новенькая ставит под сомнение авторитет лидера культа, Apple, и между женщинами разгорается конфликт, грозящий непредсказуемыми последствиями. А одну из главных ролей в картине исполнит Лили Рейнхард, Бетти из некогда мною любимого сериала «Ривердейл». Мать Мария. Если я вижу студию А24, это означает, что фильм будет достойным. Несмотря на название фильма «Мать Мария», навевающее христианские мотивы, сюжет будет о неуравновешенной поп-звезде под псевдонимом Мать Мария, вовлеченную в неопределенные отношения со своим бывшим доверенным лицом, модельеркой по имени Сэм.
Что-то больше о фильме неизвестно, но думаю, что имя Энн Хэтэуэй, которая исполнит главную роль, является достаточным основанием, чтобы заинтересоваться этим фильмом. Секс и смерть среди подростков в лагере Миазма. Судя по тому, что я нашел про этот фильм, нас ждет что-то безумное, и до конца непонятно, в лучшую сторону или в худшую. В центре сюжета девушка-кинорежиссер, которая перезапускает слэшер-франшизу в стиле «Пятницы 13-го» под названием «Лагерь Миазма». Вскоре она становится одержима поисками загадочной звезды оригинального сериала, которая ведет затворническую жизнь. По мере того, как две женщины начинают работать вместе, они погружаются в безумную психосексуальную манию. Судя по тому, что я прочитал, нас ждет море крови, внутренних органов и гомоэротика. Домработница. Нам нужно больше фильмов о любви с разницей в возрасте, и на этот раз в центре сюжета нового фильма будут девушки. В фильме домработница Дэнни устраивается на новую работу, управляющей поместьем богатого вдовца. Очень скоро героиня начинает осознавать, что ее довольно простая, практически идеальная работа скрывает в себе немало деликатных нюансов в виде скандалов, секретов и опасных тайн. Девушка уверена, что за закрытыми дверями кроется нечто зловещее. А ее новая должность оказывается гораздо более важной, чем она могла себе представить, когда у нее завязывается неожиданный роман с новой гостьей дома. Этот фильм обещает быть мрачным и атмосферным, используя красоту и таинственность английской сельской местности для создания напряжения. Красный-белый и королевская свадьба. В октябре Amazon объявил о том, что долгожданное продолжение фильма «Красный-белый и королевский синий» получило зеленый свет. Подробности сюжета держатся в секрете, но из названия можно понять, что дело идет к свадьбе. Переживаю за отношения этих парней больше, чем за свои. Это не тест. Зомби, 90-е и школьники. Этот фильм, основанный на книге Кортни Саммерс, расскажет о группе одноклассников, которые прячутся в своей школе, когда их город захватывают мертвецы. В центре сюжета – квир-персонаж. Пожар на радужной ферме. Судя по очень скудной информации, которую я нашел, нас ждет, неоднозначный фильм. Пожар на радужной ферме расскажет о гей-паре Ролли и Томе, которые выступают за легализацию марихуаны и противостоят ФБР, защищая свою ферму и семью. Как вам фильмы, о которых я рассказал? Пусть список местами и выглядит скудно, но, как я выяснил за несколько лет, в течение всего года новинки будут появляться и появляться, а некоторые по-настоящему стрелять. Пусть и сейчас о них ничего не известно. Меня зовут Денис, я был рад с вами увидеться. С наступившим новым 2026 годом. Январь будет очень горячим, потому что сейчас я готовлю обзор на нашумевший сериал про хоккеистов. Спасибо за просмотр и особая благодарность моим солнышкам, платным подписчикам на Бусти, а особенно Джараяна, Коргиос и Наталья Лукаушкина. На Бусти ролики и аудиокнига из нашего телеграм-канала «Голубой мандарин» выходят раньше, и при этом подписка доступна каждому. Увидимся совсем скоро вновь. Пока-пока. Пока.